Каждый день человек ходит на работу, занимается какими-то делами, проживает жизнь. И вдруг понимает, что эта жизнь вовсе не его, и призвание его в другом. Что делать? Оставить все как есть или предпринимать решительные шаги? Как вообще разобраться с самим собой? Закончилась учеба в институте, наступила взрослая жизнь. Первая работа, новые ощущения, новая ответственность. И вдруг понимаешь, я не хочу этим заниматься всю жизнь. Когда я поступал в институт, я не понимал, не осознавал, что мне это не подходит. Может быть, мое решение было принято под давлением родителей или сверстников, или я сам ошибся в своем выборе. Но теперь важно не это. Как понять, чего я хочу на самом деле? К чему у меня способности, есть ли вообще у каждого человека свое призвание? И как его найти? Итак, первое, что вам нужно сделать, это обратиться к своему внутреннему ребенку. Наше сознание формируется еще в глубоком детстве, в возрасте от 0 до 6 лет. Оно не подвержено внешнему влиянию родителей, воспитателей или учителей. Разве у ребенка может возникнуть вопрос, зачем я появился на свет и почему я здесь? Конечно же нет. Он живет и радуется каждому дню. Найдите в себе ребенка. Спросите его, что ему приносит радость, когда он чувствует себя счастливым, кем он себя видит в будущем. Ведь очень часто именно детские мечты тормозят дальнейшее развитие человека как личности. Научитесь взаимодействовать со своим внутренним ребенком. Научитесь слышать его. Следующий шаг на пути поиска себя – это пробудить свое сознание, обратившись к прошлому. Итак, найдите время и напишите собственную хронологию жизни. Запишите все свои важные цели в жизни, которых вы уже достигли. Запишите все свои события из жизни, которые случились и которые каким-то образом повлияли на вас. Когда жизнь бьет вас проблемами и неудачами, она формирует систему ценностей и заставляет менять свое мышление. То есть все последующие наши шаги, действия, они как раз таки опираются на вот эту сформированную систему ценностей. Важно понять, что это именно то, что делает нас нами. Все, что вы напишете, это и будете вы. Это нужно для выяснения и определения проблем, которые скрыты, которых мы не видим или не осознаем. Эти проблемы могут не позволять вам открыть свой настоящий потенциал и почувствовать себя в рассвете сил. Потратьте немного времени и ясно опишите свое прошлое в хронологии. Хронология – удивительно объективный метод для того, чтобы отметить события в вашем прошлом, которые вы считаете значимыми. Когда вы будете анализировать свой прошлый негативный опыт, смотрите на позитивный урок, который вы выяснили из этого. Не концентрируйтесь на ошибках и неудачах. В конце концов, вы чему-то научились из всего этого. У всех бывают такие отрезки в жизни. Не стоит их преувеличивать или наоборот считать, что они вообще не случились. Вместо этого примите и осознайте, что если бы эти события не произошли, вы бы не стали тем, кем стали сегодня. Дальше вам потребуется отделить собственные мысли от мыслей других людей. Это сделать очень сложно. Для большинства людей жизнь довольно просто идет на автопилоте. Мы практически следуем по карте жизни, как мы ее привыкли считать. Ходим в школу, в институт, потом первая работа, женитьба, заботы то там, то тут. Все это, безусловно, работает и так, но не оставляет места для реализации настоящего «я» внутри. Так что побудьте наедине с собой. В конце хронологии, о которой мы уже говорили, выделите несколько убеждений, которые не основаны на логике, а основаны на том, что вас в этом убедили. У всех у нас есть убеждения, которые нам внушили другие люди. Общество тайно приучает нас видеть неугодных, осуждать неудачников, поклоняться красоте и сторониться чудаков. Но вот загадка. Все эти суждения не имеют основания в реальности. Как вы чувствуете мир вокруг себя? Думайте именно о том, что вы считаете хорошим, а что плохим. Не принимайте чужого мнения на этот счет. Не стесняйтесь думать более конкретно. Я бы даже сказала, позвольте себе думать более конкретно. Вы действительно согласны с политическими или религиозными убеждениями своих родителей? Самая важная вещь в жизни – это построить карьеру? Действительно ли черные очки делают вас круче? Если ответ на все эти вопросы нет, отлично. Нет никакой проблемы в том, чтобы не подстраиваться под уже существующие нормы. Все, что вам нужно делать теперь, это разучиться, а потом учиться заново. Только в этот раз прислушивайтесь к себе, а не к чужому мнению. Следующий шаг на пути к себе – это начать опираться на свои силы. Уверенность в своих силах – это ключ к нахождению своего «я». Если у вас нет твердого чувства собственного достоинства, вы будете постоянно прислушиваться к тому, что говорят другие, к их пониманию, что такое хорошо, плохо или что такое прилично. Научитесь верить в себя и верить собственным чувствам.
помните, будьте терпеливы и уверены в собственных возможностях. Все придет со временем. Если в прошлом вы стали жертвой насилия, нападок или чего-либо еще, все эти вопросы нужно обязательно решить. Эти проблемы сами по себе не уйдут. Они будут постоянно влиять на вашу повседневную жизнь. Будут служить причиной того, что вы будете жить согласно убеждениям других людей, вместо того, чтобы иметь собственные. Начните верить своим суждениям и процессу принятия решений. Конечно, вы будете совершать ошибки время от времени, но их все совершают. Через ошибки вы будете расти, учиться и постигать свою истинную суть. Берите полную ответственность за бюджет, повседневные траты и планирование будущего. Люди, которым не хватает чувства собственности, живут беспечной жизнью в надежде, что все само как-нибудь разрешится. Но бывает, что не все разрешается само собой. Если вы будете брать на себя ответственность, вы сможете отодвинуть себя от пропасти и почувствовать свои внутренние силы, внутреннюю определенность. Вы больше не будете плыть по волнам судьбы. Итак, подведем небольшой итог, закончив советами, которые выплывают из вышесказанного. В пути вам иногда нужно будет поплакать. Высвобождать эмоции – это полезно. Оградите себя от чужого влияния. Обязательно прислушивайтесь к окружающим и учитесь у других людей, но оставляйте за собой право соглашаться или не соглашаться, делать окончательный выбор и принимать решения. Если молча принимать чужое мнение, ваш поиск своего «я» еще больше усложнится, так как другие люди будут влиять на ваше самосознание. Не существует временных ограничений для поиска себя, имейте терпение. Не думайте, что все это происходит только с вами. Об этом хорошо написал Ральф Эллисон в книге «Человек-невидимка». Цитирую. «Всю жизнь я что-то искал, и куда бы я ни пришел, кто-то пытался объяснить мне, что именно. Я принимал их ответы, хотя они часто противоречили друг другу и самим себе. Я был наивным. Я искал себя и задавал всем, кроме себя, вопросы, ответить на которые мог только я сам. Мои ожидания возвращались ко мне болезненным бумерангом, и потребовалось много времени, чтобы я осознал то, с чем любой другой человек, видимо, рождается на свет. Я – это только я, и никто другой. Быть собой – лучшее, кем вы можете быть. Помните об этом.